Я уже несколько раз встречал споры и вопросы на тему, что же лучше выбрать гладу, парные мечи или парные топоры. В основном этим вопросом задаются новички, потому я не уверен, что бывалые игроки найдут в этом видео что-то ценное для себя. Но я в любом случае приветствую всех фанатов Lineage 2, и как вы уже поняли, сейчас я постараюсь максимально кратко раскрыть эту тему и дать всю информацию, которой я на данный момент владею. Вы на канале Стальные, а за микрофоном вам, как всегда, вещает Глад Ампутация. Перед тем, как рассказать вам обо всем этом, я напомню, что я не являюсь экспертом по Lineage 2. Я всего лишь обычный игрок, и вся информация, что я даю, это мое сугубо личное мнение. Да и информации, если честно, не так уж и много. И для начала давайте с вами повнимательнее рассмотрим, чем же отличаются топоры от мечей. Для примера я возьму парные топоры Антараса 1 уровня и парные мечи Фуфуриона 1 уровня. Как мы видим, все статы на них идентичны, за исключением двух параметров. У мечей крит атака 8 единиц, а у топоров крит атака на 2 единицы меньше, но зато они имеют точность плюс 8 единиц. Многие задаются вопросом, что же это за параметр такой в мечах, крит атака, и за что он отвечает. Отвечает он за шанс выпадения критов с руки, не со скиллов, а именно с автоатаки. Посмотреть, какой у вас шанс крита с руки, можно в статах. Он находится в строчке физ крит атака, и максимальное значение у него 500 единиц. Если делать свой выбор, основываясь только на этих данных, то парные топоры выглядят немножко получше, так как имеют немного больше точности, а разогнать шанс крита в потолок в современных реалиях Lineage 2 не составит особого труда. Идем дальше. Рассмотрим две пассивки. Это великое владение парным оружием и великое владение парными мечами. И пусть вас тут не смущает название, так как в описании мы видим, что в обоих случаях гладиатор в одинаковой мере получает все бонусы от обоих пассивок, как с мечами, так и с топорами. Остается еще один небольшой спорный момент, который я, к сожалению, еще не проверял, но я все равно заострю на нем внимание, потому что если он работает, то это будет еще один плюс в копилку парных дубин. Как мы знаем, у нас существует 3 артефакта на сопротивление разным видам оружия, а именно к лукам, кинжалам и к мечам. Сопротивления к топорам или дробящему оружию нет. Я, конечно, могу предположить, что сопротивление к мечам будет работать также и к топорам, особенно если учитывать тот факт, что компания Innova никогда не отличалась точным описанием тех или иных игровых предметов. И, к сожалению, косяков в этом направлении хватает. А еще огорчает то, что сотрудники Innova по каким-то причинам не желают заниматься этой проблемой. Взять даже, к примеру, мою петицию, которую я написал 9 месяцев назад. Цитирую. У Тиры есть пассивный скилл – великое владение легкой броней. В нем есть пункт – шанс вражеской крит атаки минус 35%. Следовательно, возникает вопрос, имеется в виду минус 35% любого крита, как магического, так и физического, как с автоатаки, так и со скилла? На что они ответили, что правильное описание будет звучать так. Шанс получения физ крит урона. И влияет он только на автоатаку. Также меня заверили, что описание будет исправлено. Не уточнили только когда. Так как прошло уже больше 9 месяцев, но исправлений я по-прежнему не наблюдаю. А ведь это лишь один из многих примеров. Потому я склонен скептически относиться к описанию игровых предметов. В любом случае, как мы видим, парные топоры ни в чем не уступают парным мечам, а в чем-то даже их немного превосходят. Но если честно, лично я выбирал себе драконы не по этому принципу. Вначале я вообще хотел приобрести себе парные мечи Фуфуриона 2 уровня, но на тот момент их просто не было в продаже. И мне оставалось на выбор 3 варианта. Это мечи или дубины Антараса, или дубины Фуфуриона. Тогда все эти драконы были примерно в одной ценовой категории. И мой выбор пал на парные дубины Антараса 2 уровня, чисто из-за внешнего вида. Мне показалось, что мой глад в сете с обработкой элегии и с топорами Антараса будет неплохо смотреться. В заключение я хочу сказать, что вы спокойно можете строить свой выбор, основываясь лишь на внешнем виде, так как разница между парным оружием очень незначительна. А атака атрибутом сейчас сойдет любая, главное, чтобы ее количество на 220 перебивало защиту мобов или вашего оппонента.
И на этом, пожалуй, все. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. Если у вас есть что-то добавить на эту тему, буду рад увидеть ваши комментарии под видео. А с вами, как всегда, был Глад Ампутация. Всем удачи и пока.